Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о предсказаниях и его жизни, как он к этому пришел, известного астролога времен СССР, и это Сергей Вронский. Этот человек в советские времена занимался астрологией, исследовал выдающиеся феномены Вольфа Мессинга, Ванги, Нострадамуса. При этом Вронский был необычным пророком, дипломированным советским астрологом, потомком графского происхождения и, согласно тенденциям того времени, советским шпионом-разведчиком. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, и мы с вами начинаем. Вы знаете, документально подтвержденных фактов о Сергее Вронском достаточно мало. По некоторым данным, его отец был императорским генералом, расстрелянным большевиками после революции вместе с матерью и сестрами. Сам Сергей чудом остался жив только потому, что его не оказалось дома. Вместо графа красноармейцы наследника вынесли приговор к смерти сына гувернантки. После этой трагедии гувернантка-француженка сумела вывести Сергея в Париж, откуда он приехал к своей бабушке в Ригу. Бабушка, слывшая чуть ли не ведьмой, передала Сергею свои все знания о будущем. Именно от нее он получил первые уроки предсказательной науки. Сергей Вронский прославился своими предсказаниями, которые касались не только судеб отдельных людей, но и целых наций и эпох. Его пророчества охватывали широкий спектр явлений, включая политические потрясения, в том числе и природные катастрофы. Одним из самых известных его предсказаний был крах Советского Союза, который на тот момент просто-навсего казался невозможным. Вронский – это пример феноменов Вольфа Мессинга, Ванги, Нострадамуса, стремясь понять механизмы предсказания и узнать, как же работает интуиция и предвидение. Он был уверен, что будущее можно предсказать с высокой вероятностью, если использовать определенные методы и подходы. В своих исследованиях он сочетал астрологию с психоанализом, алхимией и эзотерическими практиками. Как вы знаете, астрология в Советском Союзе была под запретом и считалась лженаукой. Тем не менее, Вронский не только занимался астрологией, но и обучал ей других втайне. Его работы и предсказания были настолько совершенны, что на него обратили внимание спецслужбы. Вронский использовал астрологию для анализа политических ситуаций и предсказаний действий противников, что делало его ценным агентом. Помимо астрологии, Сергей Вронский также работал в разведке, используя свои знания для предсказания действий противников и анализа политических ситуаций. Его способности и умения делали его ценным агентом, что добавило в его жизнь еще большей загадочности и опасности. Эта деятельность только усиливала таинственность вокруг его личности. И вы знаете, сегодня наследие Сергея Вронского продолжает жить. Его книги и предсказания изучаются астрологами и исследователями, а его фигура остается символом загадочности и мистики советской эпохи. Вронский доказал, что даже в условиях строгих запретов и опасности можно заниматься любимым делом и добиваться больших успехов. Для дальнейшего развития особенностей своих способностей Вронский был отправлен в Германию. Это решение стало необходимым поворотом в его судьбе, поскольку именно в Германии в тот период активно развивались специализированные методы обучения в области экстрасенсорики и паранормальных явлений. Вронский учился в одном из таких училищ, где ему удалось добиться тех знаний и изучить практическое применение астрологических и магических техник. Вронский появился в Берлине в последний момент немецкой истории, когда Адольф Гитлер уже готовил страну к войне. Интригующим образом Вронский какое-то время служил в организации самого фюрера, используя свои экстрасенсорные способности для анализа и прогнозирования событий.
Однако, как стало очевидно, что Гитлер готовит защиту СССР, Вронский, верный своему приходу и патриотизму, решает вернуться в Советский Союз. Вернувшись на родину, Вронский не просто продолжал своего практикующего как астролога, но и занялся разработкой компьютерной системы расчета благоприятных периодов на основе биоритмов. Эта система регулирования определяла удачные и неудачные дни для различных начинаний, что стало вкладом именно в астрологию. На основе своих исследований Вронский написал 12 томов классической астрологии, которые до сих пор ценятся специалистами по анализу и точности предсказаний. При Андропове Сергей Вронский окончательно перешел из тени и начал публично читать лекции по астрологии и космобиологии. Он быстро привлек внимание высокопоставленных лиц, таких как Леонид Брежнев, Юрий Андропов, которые его лично пригласили к себе. Вронский разработал систему расчета благоприятных периодов на основе биоритмов и написал 12 томов классической астрологии, которые стали фундаментальными трудами в этой области. По мнению современников и некоторых историков, Сергей Вронский предупреждал и Юрия Гагарина о том, что его полет будет крайне опасным. Вронский утверждал, что в гороскопе космонавта он видел возможные катастрофические события. Несмотря на это, полет состоялся, и Гагарин стал национальным героем. Тем не менее, его полет действительно был связан с трудностями, которые со временем были известны. Но тем не менее, несмотря на все эти проблемы, Гагарину удалось благополучно приземлиться. Многие считают, что это было настоящим чудом. Вронский предупреждал Гагарина, что даже если он выживет в первом полете, его жизнь все равно будет меняться, будет постоянно находиться под угрозой. К сожалению, его предсказание оказалось пророческим. Юрий Гагарин трагически погиб 27 марта 1968 года, всего через 7 лет после своего исторического полета. Он участвовал в тренировочном полете на самолете, который завершился разрушением. Сергей Вронский стал известным советским астрологом и ясновидящим. К нему обращались за советом многие влиятельные люди. Среди них был и Сергей Королев. Вронский предостерег главного конструктора, утверждавший, что в его гороскопе он видит серьезную опасность, связанную с предстоящей операцией. Вронскому посоветовал Королеву соблюдать хирургические меры, чтобы он хорошо перенес операцию. Но Королев, известный своим рациональным и строгим подходом ко всему, что он делал, был скептически настроен по отношению к другим взглядам. Он верил в силу медицины и науки и принял решение рискнуть. В 1966 году Сергей Королев лег на операционный стол для проведения хирургической операции. И во время операции у него случился тяжелый сердечный приступ, который закончился летальным исходом. Королев умер прямо на операционном столе, оставив после себя огромное наследие и незавершенные проекты. Его смерть стала огромной потерей для советской космической программы и всей страны. Многие его коллеги и ученики были в шоке от этой трагедии, ведь Королев был не только гениальным конструктором, но и вдохновителем и лидером для многих. Его предсказания часто вызывали скептицизм, но время и события иногда подтверждали его слова. Вронский побывал в США в конце 50-х годов, когда мир находился в разгаре холодной войны, а отношения между СССР и США были напряженными. Несмотря на это, Вронскому удалось побывать в Америке, где он встретился с разными людьми, включая представителей и политической элиты. Во время своего визита он сделал поразительное предсказание. Все братья Кеннеди, которые стремятся к президентскому посту, погибнут один за другим. В то время его слова были встречены недоверием и скептицизмом. Немногие могли предположить, что судьба такой влиятельной и защищенной семьи может оказаться столь же трагичной. Еще одно предсказание Вронского касалось дня смерти самого Иосифа Сталина. Вронский утверждал, что в своих видениях он видел дату смерти советского лидера. Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года, и это событие стало поворотным моментом в истории Советского Союза. После его смерти
смерти начался процесс десталинизации и постепенных изменений в политической системе страны. Вронский также предсказал и развал Советского Союза, что казалось невероятным в годы его могущества. В своих видениях он видел распад страны на республику и конец коммунистического режима. Это предсказание сбылось в 1091 году, когда СССР официально прекратил свое существование. Сергей Вронский предсказывал, что в 20 веке на мир обрушатся жестокие землетрясения, которые приведут к катастрофическим последствиям. Он утверждал, что в результате этих катаклизмов Австралия и Япония уйдут под воду. Эти предсказания считаются невероятными, но история знает случаи, когда сильные землетрясения изменяли ландшафт и приводили к разрушениям. Вронский настаивал, что такие события неизбежны и что человечество должно быть готово к катастрофам. Еще одно из предсказаний Вронского касалось США. Он утверждал, что города в Америке будут гореть, что может быть истолковано как крупные пожары или социальные волнения, приводящие к массовым протестам и разрушениям. Хотя Вронский не уточнял, какие именно события привели к таким пожарам, его пророчества появляются в сегодняшних проблемах, в связях с изменением климата и определяют конфликты. Одним из самых важных и тревожных предсказаний Вронского были предсказания о самой страшной войне в истории человечества. Он настаивает на том, что эта война обрушится на мир и принесет беспрецедентные разрушения и страдания. Однако, несмотря на мрачный прогноз, в его пророчествах была и надежда. Вронский заявлял, что Россия не будет участвовать в этой глобальной войне. Напротив, она станет великим миротворцем, который примет на себя роль посредника между Западом и Востоком. Это предсказание особого значения роли России в новом мировом порядке и обуславливает ее потенциал в укреплении мира. Еще одним интересным и загадочным предсказанием Вронского было то, что появляются новые расы. Он утверждал, что на Земле начнется эра новой расы, которую он называл «желтыми людьми». Однако он уточнял, что это не китайцы или другие красивые азиатские народы, а совершенно новая раса, которая появится в будущем. Вронский предсказал, что привычные нам расы белые и черные исчезнут. Это предсказание вызывает множество вопросов и споров, которые трудно себе представить, как и почему это может произойти. Кто такие желтые люди, Вронский не уточнял. Возможно, он имел в виду какую-то генетическую или культурную трансформацию человечества, которая привела к появлению новой расы. Предсказание Вронского касательно России долгое время оставалось под грифом «секретно». Считалось, что там хранится информация, которая способна повлиять на политическую стабильность и общественное мнение. По этой причине документы хранились в архивах органов безопасности, и доступ к ним был строго ограничен. Существует версия, что предсказания Вронского о России были настолько важны и значимы, что их собрали в единый том, который тщательно охранялся. Немногие высокопоставленные лица имели доступ к этой информации, и большинство ее деталей сохранилось лишь в условиях неизвестному общественности. В 2020 году произошел прорыв. Часть документов, которые содержали предсказания Вронского, были рассекречены и стали доступны исследователям и общественности. Хотя документов оказалось не так много, как ожидалось, они дали представление о том, что же ожидает Россию. И одним из главных предсказаний Вронского было возрождение России. Он утверждал, что страна будет переживать трудные времена, но затем начнет восстанавливаться и снова займет важное место на мировой арене. По его словам, Россия станет независимой и влиятельной державой, способной повлиять на мировую политику и изменить ситуацию в корне. Вронский предсказывал, что Россия будет играть роль миротворца в будущих международных конфликтах. В своих видениях он видел, что страна станет посредником между Западом и Востоком, помогая урегулировать споры и предотвратить крупные войны. Эта роль миротворца, по мнению Вронского, выражает уважение к России и государств со стороны других государств.
Вронский также предсказал и улучшение экономической ситуации в России. Он видел, что страна будет развивать свои ресурсы и технологии, что приведет к росту благосостояния населения и повышению уровня жизни. Его пророчество звучало убеждение, что Россия станет одним из ведущих экономик мира. Помимо экономического конституционного возрождения, Вронский говорил и о духовном подъеме в России. Он говорил о том, что люди начнут больше обращаться к духовным и к моральным ценностям, что приведет к появлению национальной идентичности и культурного наследия. Одной из наиболее значимых и волнующих его пророчеств являлась тема расплаты за грех убийства царя и последующее возрождение страны. Вронский утверждал, что расплата за этот исторический грех наступит не в 20 веке, а в 21 веке, что Россия станет духовным центром мира. Цареубийство, совершенное большевиками в 1918 году, когда была убита царская семья Романовых, оставшая глубокий след в истории России. Вронский утверждал, что этот грех не останется без последствий, и расплата за него произойдет позже. Он говорил, что последствия этих деяний будут ощущаться на протяжении всего 20 века, но настоящая расплата наступит в 21 веке. Вронский предсказывал, что для того, чтобы Россия могла пройти через период расплаты и возродиться, должен появиться лидер, который будет думать не о себе, а будет думать о стране и о народе. Этот лидер станет ключевой фигурой в процессе преодоления хаоса и создания условий для возрождения России. Он подчеркнул, что объединения народа будут необходимы для преодоления кризиса. По его словам, только благодаря единству и сплоченности нации сможет пройти через сложные времена и выйти из них более независимыми и готовыми к новым вызовам. Вронский говорил, что Россия погрязнет в хаосе, и этот период будет похож на золотое зерно, которое должно исчезнуть после того, как все плевелы отпадут. Этот период будет применяться к стране и народу, но в конечном итоге он приведет к очищению и к новому росту. Одним из наиболее важных аспектов пророчеств Вронского было его убеждение в том, что после трансформационной потребности Россия станет духовным центром всего мира. Он предсказывал, что страна пройдет через сложные испытания, но выйдет из них обновленной и независимой. Вронский также говорил о будущем, где весь мир будет подчиняться одной религии, что приведет к тысячелетней эре мира. Сергей Вронский предсказывал, что в будущем Россия не придет страшная сила. Эта сила, по его словам, может быть как разрушительной, так и созидательной, в зависимости от того, как ее воспримут и как ее будут использовать. Вронский не уточнял, что именно он имел в виду под этой силой, а допущение этого он не объяснял. Возможно, он говорил о неком внешнем влиянии, о технологическом прогрессе или даже о политическом лидере, который принесет значительные изменения в стране. Также он упоминал о высшем разуме, который придет в Россию. Это может быть связано с будущим правителем, который будет обладать необходимым терпением и мудростью. Такой лидер, по мнению Вронского, не будет думать о своей личной выгоде, а будет думать о благе страны и своего народа. Этот правитель выведет Россию на новый этап развития, играя ключевую роль в преодолении хаоса и нестабильности. Одним из самых удивительных пророчеств Вронского было предсказание о том, что в будущем весь мир будет концентрироваться под одной религией. По его словам, все верования и потенциал системы станут едиными. Это приведет к наступлению тысячелетней революции мира. Он видел в своих видениях, что расширение разногласия исчезли, люди начнут жить в гармонии, в мире и в достатке. Пророчество Вронского о единой религии и тысячелетней эпохе мира вызывает множество вопросов и интерпретаций. Некоторые силы поддерживают это символическое объединение человечества на основе мировых ценностей и международного контроля, а не религиозных доктрин. Другие полагают, что Вронский говорил о религиозных объединениях, которые привели к глобальному миру.
Что касается страшной силы и высшего разума, то это остается загадкой. Возможно, Вронский предсказал появление новых технологий или научных открытий, которые кардинально смогут изменить жизнь в России и во всем мире. Также есть версия, в которой он говорил о книгах и социальных переменах, которые приведут к изменениям. Согласно рассекреченным документам, Сергей Вронский предсказал, что в 2025 году Россия начнет входить в новый этап. В этот период страна будет испытывать экономический рост и процветание. Вронский считал, что именно с этого времени начнется примирение между Востоком и Западом, и Россия будет играть ключевую роль в этом процессе, вступая в качестве как посредника, так и миротворца. Это предсказание дает надежду на стабилизацию и укрепление международных отношений, а также на улучшение экономической ситуации в России. Если пророчество Вронского произойдет, то страна сможет занять главное место на мировой арене и тем самым обеспечить глобальный мир и сотрудничество. Вронский также предсказал значительные демографические изменения. Он говорил, что в будущем на Земле не будет чисто белой или черной расы, поскольку люди будут настолько перемешаны, что появится новая раса с преобладанием монголоидных черт. Это предсказание отражает текущие тенденции в глобальной миграции и в смешении народов. Вронский считал, что новая желтая раса будет доминировать и просуществует на планете 9000 лет. Он утверждал, что карма существует не только у отдельных людей, но и у государств и народов. Согласно его словам, народы, подвергшиеся гонениям, таким как евреи, в конечном итоге утратят свое обоснованное положение. По мнению Вронского, карма влияет на судьбу не только отдельных людей, но и целых народов и государств. События и испытания, которые переживают нации, являются результатом их коллективной кармы. Это убеждение основывается на исторической ответственности и моральном выборе на уровне общества. Одним из самых тревожных предсказаний Вронского было крупное военное противостояние, которое, по его словам, охватило Европу и Азию. Он утверждал, что это противостояние будет руководить работой человечества. Однако после этого конфликта произойдет объединение всех религий в единый высший разум и обеспечит тысячелетний мир и процветание. Пророчества Сергея Вронского остаются актуальными и вызывают большой интерес на сегодняшний день. Его предсказания о новой эпохе для России, демографических изменениях и конфликтов дают нам пищу для размышления о будущем нашей планеты. Вронский понимал смысл единства и гармонии, а также необходимости духовного развития и морального выбора. История Вронского и его пророчеств – это не только взгляд в будущее, но и призыв каждому из нас принять участие в создании лучшего мира. Его предсказания напоминают нам о том, что будущее зависит от наших действий и решений, и что мы можем создать мир, который будет основан на любви, на гармонии и на понимании друг друга. Вот такое, друзья, пророчество от астролога Вронского. Мы надеемся, что эта информация, друзья, для вас была полезна и важна. Поставьте прямо сейчас лайк этому видео, в комментарии напишите: «Я живу на изобильной планете. Истинно да будет так». Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео. Переходите на наш канал и смотрите, там много еще интересных и познавательных для вас видео.